Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Хочу вам показать, как сделать вот такой набор фабричный. Очень аккуратный. Он подходит хорошо для резинки 1 на 1. Я набрала резинку 1 на 1 уже, когда сделала набор. И далее мне нужна была английская резинка. Я перешла на английскую резинку. Почему я сделала так? Я, во-первых, хотела, чтобы немного был присборенный край. Ну а для резинки 1 на 1 вот прям будет все соответствовать. Конечно же, английская резинка, у нее она шире гораздо. То есть, когда я покажу, как набирать, да, как вот мы уже перейдем на резинку 1 на 1, дальше вы просто продолжаете резинкой 1 на 1. Но можно использовать его и вот в таком качестве для начала резинки английской. Набираем петель практически в 2 раза меньше, чем нам необходимо. Количество петель получается в 2 раза больше, минус 1. А сейчас мы должны взять дополнительную нить примерно одной толщины. Наберем 10 петель для того, чтобы в итоге получить 19 петель, то есть умножить на 2 минус 1. Сейчас я дополнительной нитью, классическим способом, я набираю 10 петель дополнительной нитью вспомогательной, которую мы позже удалим. Не очень плотно. Так, 7, 10. Вот сейчас набрано 10 петель. Я обрезаю нить, чтобы она особо не мешала. Подвязываю, чтобы никакие петли не вытягивались. И сейчас беру основную нить. Я обычно из середины клубка достаю. И теперь подставляем нить основную. Начинаем набирать с первой же петли. Провязываем лицевыми петлями 10 петель. Все 10 петель на дополнительные нити. И последнюю, и первую мы провязываем. Повернули на изнаночную сторону. И теперь тоже все петли мы провязываем изнаночными петлями. И последнюю петлю тоже. Третий ряд. Тоже провязываем все петли лицевыми. Все петли провязали лицевыми. Вот теперь четвертый ряд. Как мы будем действовать в четвертом ряду? Мы снимаем первую кромочную. Далее перед нами, видите, в наборном ряду, вот среди этой дополнительной нити, поднимаем нить основного цвета, которая находится у нас вот здесь, вот в ряду дополнительной нити. Поднимаем вот таким образом, закидываем на левую спицу, провязываем лицевой. Далее изнаночная. Снова следующую такую же протяжку поднимаем из цвета дополнительной нити. Основную нить подняли, лицевой провязали. Далее изнаночная с левой спицы. Снова поднимаем такую же протяжку, закидываем на левую спицу, провязываем лицевой, изнаночную с левой спицы. Снова поднимаем и таким образом действуем до конца. Лицевую мы поднимаем снизу из протяжки, а изнаночную провязываем с левой спицы. Поднимаем, провязываем лицевую, а с левой спицы провязываем изнаночную. Таким образом мы действуем до конца ряда. И вот у нас последняя, не пропустите ее.
Все должно быть у нас ровно. И как вы понимаете, закинуть ее проще вот так, как бабушкину провяжу. И последняя кромочная, изнаночная. Вот здесь у нас уже были кромочные. Здесь мы уже снимали, а здесь провязывали изнаночной. Вот видите, вот наш наборный край. Вот такой вот он получился. Мы начали с 10 петель, но между каждой мы вытягивали снизу из протяжки петлю. А у нас получилось, соответственно, 19 петель. И теперь мы начинаем вязать обычную резинку. Я провязала несколько рядов полотна резинки. И теперь вот то, что я подвязывала, развязываю. Можно, конечно же, вот это аккуратненько все повытаскивать. Вот таким вот образом, да. Если вы, конечно, хотите этим заниматься, можно срезать. В принципе, петель у меня немного, я повынимаю просто. Видите, просто берем вот таким вот образом и вытягиваем нить. Где она не вытягивается, если где-то воткнулись, да, внутрь нити, берете и срезаете просто. Так, все, освободилась я от нити дополнительной. Так, вот здесь важно, хочу посмотреть, все хорошо держится. Просто потом нужно будет спрятать. Вот так выглядит край. Вот это вот фабричный набор. Он идеальный. Вот самый лучший фабричный набор, который я знаю. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!